Доброго времени суток, уважаемые геймеры! С вами снова ваш проводник в мире игровых новостей, и сегодня у нас для вас подготовлены самые свежие и захватывающие обновления из мира видеоигр. Новые релизы, обновления популярных проектов, интригующие анонсы и многое другое. Вы узнаете первыми, что происходит в увлекательной вселенной игровой индустрии. Итак, игроманы, приготовьтесь начать захватывающее путешествие по миру игр, но перед этим не забудьте подписаться. А теперь погнали разбираться во всех деталях. Ubisoft гордится интересной статистикой Assassin's Creed Valhalla, которая вышла 5 октября. По словам разработчиков, игра завоевала огромную популярность. В Mirage поиграли столько же людей, сколько в Origins и Odyssey вместе взятых. К сожалению, разработчики не раскрыли конкретных цифр, но стоит отметить, что Valhalla установила рекорд по числу продаж среди всех игр Ubisoft этого поколения. Кроме того, игроки поразили своей активностью. Они бегали по крышам Багдада целых 479 лет и совершили невероятное количество прыжков, целых 60 миллионов. Через 2 года после выпуска Battlefield 2042 начался 6-й сезон, и игрокам он явно пришелся по вкусу. Впечатляюще, что Battle почти удалось побить собственный рекорд по количеству одновременных игроков на платформе Steam. Более 100 тысяч человек бросились в виртуальные поля сражений. Для игры, которая изначально стартовала с негативными отзывами от публики, это действительно впечатляющее достижение. Можно, конечно, утверждать, что рост игроков связан с бесплатными выходами, но даже после их завершения количество игроков не снизилось значительно. Еще одно долгожданное произведение наконец-то вышло. Cities Skylines 2, новое творение финских разработчиков от студии Colossal Order, было встречено критиками несколько менее благосклонно. Конечно, они хвалят игру, однако находят и недостатки. Продолжение этого всем полюбившегося симулятора городского строительства в целом оценили положительно. Критики высоко оценили множество нововведений, улучшение старых механик и улучшенную графику. Понравилось также увеличение масштабов игры, однако основную критику она получила за отсутствие оптимизации, что стало своеобразным бичом 2023 года. Почти все пользователи Cities Skylines 2 сообщают о наличии глюков даже на системах, соответствующих рекомендуемым характеристикам. Игра пожирает ресурсы системы словно черная дыра и не проявляет стабильность, что безусловно является ее более негативным аспектом. Впрочем, стоит признать, что разработчики честно предупреждали об этой проблеме еще до релиза, за что им следует отдать должное. Важно отметить, что эти проблемы касаются только игроков на персональных компьютерах, так как версии для консолей появятся только в следующем году. Инсайдеры, ссылаясь на свои источники, поделились информацией в подкасте XNC, утверждая, что ремейки Elder Scrolls 4 Oblivion и Fallout 3, которые в настоящее время находятся в разработке у Bethesda, вероятно, станут консольными эксклюзивами Xbox и не появятся на PlayStation. Подкастер подтвердил, что работа над этими переизданиями действительно идет, но они выйдут только на Xbox Series и ПК. Почему было принято такое решение, информатор не сообщил, однако это решение было ожидаемым, особенно учитывая, что Sony также не выпускает игры своих внутренних студий на консолях других производителей. Создатели российского игрового движка Now Engine установили дату начала альфа-тестирования на 1 ноября. Для проведения этого теста движок будет предоставлен 20 студиям, включая разработчиков игры Смута. Интересно, что на участие в программе тестирования поступило невероятное количество заявок, аж 12 тысяч. Но стоит отметить, что окончательный релиз движка планируется только на 2025 год, и это при условии успешного завершения всех этапов тестирования. Теперь Activision может уделить своим франшизам гораздо больше внимания, выпуская ремастеры и ремейки, а что самое важное, полноценные продолжения давно забытых серий, таких как, например, Прототип. На данный момент нет официальных планов, но мы уверены, что в ближайшие несколько лет нас порадуют громкими анонсами. Завершение этой сделки означает, что Ubisoft теперь владеет правами на распространение Call of Duty и других игр Activision Blizzard в течение следующих 15 лет. Это было ключевым шагом со стороны Microsoft,
Microsoft, которые помогут договориться с регуляторами в Великобритании. Однако, что это означает в конечном итоге? Теперь Ubisoft контролирует, как игры Activision Blizzard будут доступны в облачных игровых сервисах, за исключением стран Евросоюза и различных договоренностей о облачных играх, которые Microsoft заключила ранее. Теоретически, Ubisoft может отказаться от предоставления лицензий Microsoft на будущие игры Activision Blizzard, но на практике это маловероятно. Сделка с Ubisoft означает, что игры Blizzard теперь будут доступны в рамках сервиса подписки Ubisoft+. Работа над включением этих игр в состав подписки Ubisoft уже началась, но неизвестно, когда они все станут доступными. Работа по добавлению игр Blizzard в Game Pass также идет, и некоторые из них, возможно, станут доступными уже в этом году, за исключением последних релизов, таких как MW3 и Diablo 4. Наконец, эта долгая сага завершилась. Эта сделка привела к серьезным изменениям на игровом шахматном поле. Многие фигуры, которые были на доске, ушли или уйдут с своих должностей. Это, безусловно, большой день для геймеров, но будет ли это хорошо для нас и для игроделов в целом, мы увидим в будущем. Это рекламная зона, короче. Привет, дорогие друзья! У нас для вас отличные новости и потрясающая возможность выиграть игровую механическую клавиатуру от Red Dragon. А чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить всего 2 простых шага. Подпишитесь на наше сообщество во ВКонтакте и на наш канал. Поставьте лайк записи во ВКонтакте и пришлите скриншот вашей подписки на канал в YouTube в комментариях записи. А итоги розыгрыша мы подведем 13 декабря. Спешите присоединиться и получить шанс выиграть эту потрясающую клавиатуру. Удачи вам! Это конец рекламной зоны. Студия Remedy выпустили новое видео, посвященное второму Алану Уэйку, точнее его прошлой истории. Это видео предоставляет возможность всем заинтересованным освежить свою память перед выходом второй части и вспомнить, что происходило в оригинале. Но помните, что если по каким-то причинам вы еще не играли в оригинал и боитесь спойлеров, то лучше воздержитесь от просмотра ролика. Вместо этого дождитесь релиза второй части, где вам объяснят все необходимое без ущерба для впечатлений. Тем временем, если вы являетесь поклонником королевской битвы в Fortnite, то у вас есть другой способ пережить знакомую историю заново. В игре появился особый остров, на котором вы сможете пройти путь Алана и вспомнить, что именно происходило. Эта мини-кампания называется Flashback, и доступ к ней могут получить все желающие. Достаточно просто ввести специальный код. Таким образом, мрачные приключения Алана Уэйка ожидают всех, кто решил отправиться в его захватывающее приключение. Игра по мотивам Железного Человека от Electronic Arts все еще находится в ранних стадиях разработки. На данный момент студия Yaoh Motive определилась только с одним аспектом. Они будут использовать 5-ю версию движка Unreal Engine 5 для проекта. Это означает, что заранее стоит готовиться к возможным ошибкам, задержкам и другим неприятным моментам. Также, возможно, вам потребуется обновить свою видеокарту для оптимального игрового опыта. С момента анонса Dead Island 2 прошло более полугода, но студия Dambuster Studios не сдаются и прилагают максимум усилий, чтобы игра не ушла в небытие. В настоящее время они работают над 2 дополнениями к сюжету. Одно из них под названием House выйдет уже 2 ноября. В этом дополнении игроки отправятся в загадочный особняк в Малибу, принадлежащий эксцентричному миллиардеру по имени Константин. Он учредил культ, известный как Техносмерть, который призван освободить человека от моральных ограничений и помочь выжившим в зомби-апокалипсисе. Помимо захватывающей истории, вас ждут новое оружие и способности. Второе дополнение Soul на фестивале посвящено приключениям любителей вечеринок в Калифорнии и увидит свет только во 2 квартале следующего года. В предыдущем выпуске мы говорили об оценках игры «Второй Человек-паук». Оказалось, что некоторые игроки были скептически настроены по отношению к заявленным изданиям о почти мгновенных загрузках при быстрых перемещениях. Они просили разработчиков доказать это. Расследование подобных сомнений взял на себя технический директор студии Майк Фиджеральд. Он уточнил, что в игре действительно нет подвоха, и загрузки в Человеке-пауке происходят очень быстро. Он подтвердил, что нет скрытых подгрузок в игре. Что касается необходимости удерживать кнопку для перемещения, разработчики пояснили, что это сделано ради удобства игроков, чтобы предотвратить случайные клики и неверные перемещения. Они подчеркнули, что комфорт пользователя является для них приоритетом, и они готовы пожертвовать репутацией, если это сделает игровой опыт более удовлетворительным.
Мультиплеерный проект The Last of Us пережил намного более трагическую судьбу. После множества слухов о сокращении команды, увольнении дизайнера монетизации и пересмотре общей концепции, проект был официально приостановлен. Инсайдер The Typester поделился информацией о том, что студия просто недовольна результатом своей работы и опасается, что неудачный релиз может серьезно повредить ее репутацию и испортить портфолио. Однако все не так плохо. Лучшее, что осталось после неудачной разработки The Last of Us, студия попытается использовать при создании The Last of Us 3. Создатели ужастика Layers of Fear подтвердили догадки фанатов и анонсировали скорый выпуск новой главы в истории. Приятно то, что эта глава была создана ко дню рождения самой студии разработчика, и что она будет доступна совершенно бесплатно для тех, кто уже приобрел игру. В этой главе будет рассказано о загадочном режиссере, который стремится завершить свой последний шедевр перед окончанием своей жизни. Starfield, может, и не завоевала популярность среди всех игроков, но продается по-прежнему успешно. Аналитики проанализировали продажи игр, консолей и аксессуаров в США за прошедший сентябрь и обнаружили, что новинки от Bethesda смогла обойти всех конкурентов и занять вершину месячного чарта. Эта космическая ролевая игра вышла на первое место, обойдя как новую часть Mortal Kombat, так и новый ежегодный футбольный симулятор от Electronic Arts. Покупка разработчикам программного обеспечения 5M для ролевых серверов GTA 5 компании CFX призвала владельцев RP-реалимов отказаться от контента, который нарушает авторские права, включая оригинальные автомобильные марки и брендовую одежду. Они заявили, что все эти модели находятся под защитой товарных знаков и авторских прав. Поэтому CFX считает, что владельцы серверов должны создать собственные уникальные бренды и марки автомобилей. Интересно, что на некоторых серверах экономика зависит от продажи настоящих автомобилей и брендовой одежды. Можно предположить, что они готовят почву для будущих официальных RP-серверов для GTA 6. В то же время издание The Wall Street Journal сообщает, что Netflix планирует войти на рынок игр, добавив серии GTA в свой онлайн-кинотеатр. Это не просто релиз GTA 5, но также речь идет о выпуске GTA 6 непосредственно в лаунчере Netflix. По всей видимости, сейчас Netflix обсуждает эту возможность. Игра Hogwarts Legacy, которая вышла в феврале, вызвала настоящий ажиотаж среди игроков. Несмотря на то, что не все игроки, такие как владельцы Nintendo Switch, смогли насладиться этой игрой в честь праздника жизни, и им пришлось ждать до ноября, теперь, когда появились первые кадры этой версии, игроки начали задаваться вопросом, стоило ли ожидания. Зато хорошая новость заключается в том, что студия Games Voice работает над переводом игры на русский язык, что радует поклонников. И что более важно, они не должны долго ждать, так как локализацию обещают выпустить в декабре. Ubisoft продолжает активно расширять свою вселенную ассасинов. В этот раз они радуют зрителей анонсом нового видео от Assassin's Creed Nexus, игры виртуальной реальности. В этой игре вы сможете играть сразу за 3 героев из серии. По всему видеоролику видно, что геймеров ожидает полноценный игровой опыт, а не просто технодемонстрация. Например, студия продемонстрировала, как можно перемещаться по игровому миру, а также как будут происходить сражения и исследования локаций. Особое внимание уделяется ключевой особенности серии — паркуру, и он выглядит очень впечатляюще, что будет радовать тех, кто беспокоится о своем вестибулярном аппарате. Nexus также предоставит множество опций доступности, включая телепортацию вместо обычного перемещения шагом, что делает игру более комфортной для пользователей виртуальной реальности. И уже 16 ноября владельцы шлемов Oculus Quest 2, 3 и Pro смогут сами опробовать эту игру. Большое спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда оставаться в курсе самых актуальных событий игровой индустрии. И, конечно же, не стесняйтесь оставлять свои комментарии под этим видео. Мы всегда рады вашим мнениям и обсуждениям. Спасибо вам за ваши лайки, подписку и вашу страсть к играм. Помните, что мир видеоигр всегда жив и настоящий геймер всегда в центре событий. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. В этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game.ru, Игроновинки, где всегда все делается с душой.